Поговорим сегодня о крышах. И инструмент крыша находится на вкладочке «Архитектура», пиктограмма «Крыша». И если мы его открываем, то видим, у нас крыша по контуру, крыша выдавливанием, крыша по грани, софит, лобовая доска и водосточный желоб. Значит, мы сегодня рассмотрим все эти инструменты за исключением крыша по грани. Когда мы будем изучать формообразование, тогда мы об этом отдельно поговорим. Ну и начнем сначала с крыши по контуру. Значит, первое, у меня появляется окошко, которое предлагает разместить крышу на каком-то уровне. Ну, у меня здесь создано, вот если вы видите, да, уровень 1, 2 и уровень крыши. Это третий выше уровень. Ну, поэтому я размещу ее на уровне крыши. Да. В принципе, это не важно. Мы в любой момент крышу потом можем переместить туда, куда угодно. Значит, я выбрал крыша по контуру. Программа перешла в режим эскиза. Это мне подсказка о том, что надо нарисовать этот эскиз крыши. Но прежде чем его рисовать, давайте мы выберем, какой тип крыши нам нужен. Выбрать его можно здесь. Видите, варианты здесь какие есть. Ну, предположим, что вот я выбрал это, да? Это не устраивает. Могу нажать точно так же изменить тип на просмотр и поменять здесь конструкцию крыши. Вы видите, какая она здесь есть. Вот ее слои записаны. И, в принципе, тут можно добавить, поменять, удалить, поменять размеры. Ну, точно так же, как мы делали, например, для стены. Принцип здесь аналогичный. И посмотрите, вот здесь структура 4, это конструкция, слой деревянных балок стропил. Вот они здесь есть. То есть крыша, она будет занимать тот объем, который нужно. Но если мы эту крышу установим, то извлечь из нее, например, план стропил мы не сможем. Да? Все остальные чертежи получатся, и на разрезе будет отображаться крыша с наличием стропил, но отдельно план не можем сделать. Для того, если нам необходимо сделать план стропил, то мы можем этот слой убрать и потом поставить крышу, а потом на этом месте сделать отдельно стропила. Мы будем учиться делать семейство, там и поговорим, как это сделать. Но пока мы возьмем вот эту готовую. Я нажимаю ОК, применить ОК, и дальше я должен нарисовать контур крыши. Но открывается еще панелька параметров. И здесь можно поставить и нужно поставить формирование уклона, чтобы крыша была у нас скатная. Свес крыши, ну, как правило, это 500 миллиметров. Это размер, на который будет крыша выступать за стенки. И по умолчанию у меня включен инструмент выбрать стены. То есть я могу щелкать по стенам, и у меня нарисуется крыша. Если мне нужна какая-то более такая сложная форма, то вплоть до того, что эллипс там можно нарисовать окружность, многоугольник, прямую, выбрать линии, ну все что угодно, вот этими инструментами. Ну, у меня здесь простая крыша, я выбираю стену и рисуется линия контура. Давайте на нее посмотрим. Линия должна быть замкнутая, контур должен быть замкнутый. И когда мы одну из линий выбираем, то вот здесь стоит уклон, значение уклона. Ну вот оно по умолчанию стоит 30 градусов. Я могу здесь выделить и поменять. Я могу сделать, например, здесь 0, с этой стороны 0, и крыша у меня появится тогда двускатная. Или там сделать там углы другие, какие мне заблагорассудится. Сделаю это. Кстати, это можно поменять все где. И вот здесь, видите, размеры поменять в палитре свойств. И после этого нажимаю галочку зеленую. И крыша сформировалась. Вот вы видите, та крыша, которую мы задали, она и получилась. Да? Она и получилась. То, что мы хотели.
четырехскатная крыша. Видите, достаточно просто. Ну, мы здесь ее расположили на уровне это каком? Это уровень был уровень крыши. Но если мы здесь ее, допустим, поднимем выше, да, специально, я подниму для того, чтобы показать, какой есть еще здесь инструмент. И вот смотрите, крыша, а стены здесь. Ну, здесь, в принципе, мы можем стену поднять, она будет до крыши ровно так, как нам необходимо. А если здесь конфигурация какая-то сложная, то вообще-то для присоединения есть свой инструмент. Он выглядит так. Я выбираю стену. И вот посмотрите, здесь появляется изменить панелька. И здесь есть что? Проем можно сделать в стене, присоединить верх основания. Я для этого что делаю? Щелкаю по инструменту, выбираю крышу, и стена что делает? Присоединяется к крыше. Видите, что произошло? Ну, также я выбираю следующую, присоединить к крыше. Следующую, присоединить к крыше. Ну, следующую выберу, присоединить к крыше. Ну, может быть, оно не очень наглядно. Чтобы было наглядно, то я еще поставлю стенку внутри. И она будет у меня от уровня первого идти до уровня, ну, скажем, там крыши применить. И вот я здесь эту стенку нарисую. Вот так, ну так, чтобы было видно хорошо. Так, и теперь посмотрите, заглянем внутрь. Да, что происходит? Чтобы заглянуть внутрь, я выбираю вот эту стеночку и здесь выбираю инструмент в виде очков временное скрытие изоляция. Скрыть элемент. Значит, этот элемент никуда не пропал, а он просто-напросто скрыт. Да? И вот смотрите, мы видим вот это внутренние стены. Да? Они у нас к крыше не присоединяются. Теперь я выбрал эту стену, присоединить крыша. Выбрал эту, присоединить крыша. Эту присоединить крыша. Так, и теперь давайте восстановим то, что было. А теперь мы спрячем крышу. Выбираю крышу, скрыть элемент. И вот смотрите, что тут произошло, да? Вот наши эти внутренние стены, они что, подрезались, да, под крышу, так как нам необходимо, да, так как необходимо. Вот какой интересный, полезный инструмент. Так, но не всегда нам бывает нужно сделать так. Бывает необходимо, например, сделать крышу по-другому. И для этого есть другой инструмент. А для того, чтобы им воспользоваться, надо открыть фасад. Фасад. Здесь мы покажем высокие, ну и здесь тонированные, да, чтобы было видно. Вот наша стена. Ну, я уберу отсюда, переставлю кружочки вниз, чтобы они мне не мешали. И теперь воспользуемся инструментом архитектура, крыша, выдавливание. Мы должны указать рабочую плоскость. Значит, вот тут рабочие плоскости могут располагаться по осям сетки. 1, 2, но это точно не подходит, они вот здесь. Это А или Б. Ну, я не помню, какой там именно, я возьму А. Вы посмотрите, что это не важно. Уровень и смещение вхождения крыши, ну, точно так же, как было в предыдущем случае. Окей. Нажал. Теперь необходимо нарисовать контур крыши. Ну, я тут поставлю смещение 200 и буду рисовать линию. Значит, я ее так нарисую. Вот так, до центра.
Вот здесь, ну так, если не видно. Дальше отсюда и тоже до центра мне необходимо. Так, не видно, да, центра. Тогда я поставлю смещение 0 и найду этот центр. Вот нарисую линию от центра. Вот он, центр. Проведу ее вертикально. А теперь опять возьму линию, смещение 200. И опять же нарисую ее, откуда я хотел. Вот, видите, она не хочет так, да? Значит, надо что? В другую сторону, да? Ну, я указываю смещение, поэтому она туда и передвигается сразу. Тогда мы ее нарисуем без смещения. Смещение 0, поскольку у меня уже здесь для первой линии смещения задал, а для второй тогда нет необходимости. Убираю лишнее. Так, ну и здесь надо что? Вот убрать. Вот так. Конструкция, видите, тоже я могу поменять. Ну, она какая была, такая осталась. Да, я менять не буду. Нажимаю зеленую галочку, и крыша создалась. Да, видите, создалась. Дальше, вот она такая создалась. Ну, допустим, мне же надо, чтобы оно было сюда смещение 500 миллиметров, то я выравниваю ее по краешку. Выравниваю здесь вот тоже, видите, так, по краешку. Так, 10200 я выделяю, 11200 пишу. И она в обе стороны на равное расстояние удлиняется. Вот она, крыша у нас и готова. Теперь давайте посмотрим, как она выглядит. Ну что, осталось нам сделать что? То, что мы делали в прошлый раз. Выбрать, присоединить вверх, сюда, дальше повернуть. Вот так. Выбрать другую стенку, присоединить к крыше. Третью стенку присоединить к крыше. Видите, как она красиво подрезается, да? И последнюю стенку выбрать, стенку присоединить к крыше. Вот и все, да? Все, что необходимо, то и получилось. Теперь давайте рассмотрим еще там инструменты, которые у нас есть. И посмотрим, что это такое. Но здесь давайте мы еще, прежде чем туда дойдем, посмотрим еще на такую вещь, что здесь по крыше можно поменять. И здесь видите, что есть начало выдавливания, конец, уровень здесь стоит. И есть здесь уклон, который мы ставили. Если нам надо поменять уклон, то мы можем выделить крышу, редактировать профиль и там поменять его. Поскольку здесь он уже не меняется. Здесь же есть толщина, объем крыши, площадь крыши считается автоматически. И здесь еще есть один элемент, который называется подрезка. Ну, в данном случае у нас она стоит вертикальная. Что это означает? Означает, что здесь линия вертикальная. Можно поменять ее отвесная, применить. И видите, как поменялся, да? Стала горизонтальная. А можно поменять квадратная, поставить, применить. И у нас, так, сейчас посмотрим. Поменялась у нас квадратная, применить, да? Ну вот, давайте посмотрим, в чем разница, да? Поменяем ее назад на отвесную, применить. И видите, квадратная, здесь должен получиться квадратик. Но он не хочет получаться. Ну, значит, для такого типа крыши поменять его нельзя, да? Вертикальная, видите, меняется. Отвесная меняется, а квадратная нет.
значит не подходит сюда, да. Ну, можно поменять и на квадратную, если это возможно. Но давайте поставим обратно вертикальное и посмотрим, что еще можно сделать с крышей. Вот здесь, где инструмент архитектура, крыша, есть еще крыша софит. Что это такое? Вот посмотрите, это подшивка, да, подшивка. И она создается путем рисования. Но для того, чтобы рисовать, тут мы ее не можем нарисовать, поскольку у нас здесь крыши самой нет. Откроем уровень крыши, и вот вы видите, здесь у нас крыша есть. Выделим высокий детализацию и нарисуем инструмент и воспользуемся крыша софит. Опять же программа перешла в режим эскиза, и софит рисуется как? Вот так. То есть мы его должны нарисовать. Нарисовать, посмотреть, где он располагается на уровне крыши и поставить галочку. Вот давайте посмотрим, что тут у нас получилось, что это за софит и как он выглядит. Вот он, видите, софит, да, наш получился. Но здесь он, может, нам не подходит. Подшивная доска толщиной типовой 300 мм. И больше ничего нет. Ну, значит, мы можем что? Сделать свой вариант. Сделать свой как? Копировать. И назвать ее, там, допустим, 50 миллиметров. Скопировали, изменить и толщину поставим 50. Окей. И смотрите, вот она стала толщиной 50 миллиметров. Ну, здесь надо подумать, да, куда ее надо поместить. Ну, наверное, и надо дать смещение от уровня. Ну, да, надо это померить, да, сколько именно. Вот, видите, я сместил ее ниже, да, ну, очевидно, что еще, наверное, маловато, сместил, и плюс еще надо ее выдвинуть сюда, да, в эту сторону. Ну, точно так же редактировать границу, и вот эту границу мы можем вот тут перемещать, да, перемещать, куда нам заблагорассудится. Вот, смотрите, мы сделали так. Ну, можем еще сместить ее минус 150, чтобы было. Применить и посмотреть. Ну, вот такой софит мы можем создать. Это один элемент. Дальше, кроме софита, мы еще можем здесь создать лобовую доску. Нажимаю и... Что происходит? Необходимо выбрать. Вот я щелкаю здесь. И смотрите, что получилось. Поближе подойдем, посмотрим. Вот она, лобовая доска получилась. Ну, очевидно, что она у нас... Ну, давайте сразу вторую создадим. Ось, по линии щелкну. Ну, видите, она сюда такая не подходит, да, доска. Там можно их там наложить, хоть 2 штуки, там одна на одну. Можно разные сюда наложить доски. И смотрите, если я выбираю доску, то вот она, бордюрная рейка. И все, изменить тип. И давайте посмотрим. Вот она, 235 миллиметров. Толщиной 19 и шириной 225. Ну, точно так же мы можем выбрать, изменить такая, чтобы она была такая, как нам необходимо. Да? Как необходимо. И посмотрите, вот у нас она спереди, видите, так подрезается, да? Давайте посмотрим, можем ли мы что-то тут с ней поменять. Ну, давайте посмотрим здесь. И, как вы видите, здесь, ну, ничего не можем поменять. Мы можем здесь выбрать другой профиль. Только, вот я выберу другой, например, профиль. И она что? Вот она там меняет свою длину. Ну, я могу ее что здесь? Точно так же выбрать. Например, смещение по вертикали указать. Там минус 20. Применить. И видите, вот она перемещается. Могу указать вот для доски смещения там по горизонтали.
если это необходимо. Ну, то есть провести вот такие разного рода операции. Видите, в нашем случае вот здесь, то необходимо, наверное, сделать так. Сюда один тип поставить лобовой доски, а сюда другой тип сделать. Так, чтобы они по размерам сюда сходились и подгонялись аккуратненько друг к другу. Дальше, здесь можно еще добавить следующий элемент. Это водосточный желоб. Да. Для того, чтобы его добавить, то необходимо что? Выбрать у нас, так, выбрать надо сначала, видите, он не выбрался. Вот, желоб. Я выбрал. Вот он и добавился. Вот он такой, здесь есть. И мы можем его выбрать и посмотреть, какие у нас есть здесь варианты. Желоб скошенный 125 на 125. Ну, мы возьмем там, допустим, 150 на 150. И, соответственно, видите, он поменялся здесь в размерах. Если нас профиль такой, например, не устраивает, то мы можем что? Свой профиль создать. Мы будем учиться делать семейство. И там мы будем с вами учиться создавать в том числе семейство профиля. Вот сюда мы его можем подобрать. Ну, желоб-то у нас есть, а вот вертикального участка у нас нету трубы самой, да. Это можно, ну и нужно сделать с помощью семейства. И семейства не простого, а параметрического. Это тоже мы будем с вами учиться делать и ставить сюда. Вот такие элементы, которые необходимо знать для того, чтобы построить крышу. Еще есть вопрос, здесь у нас остался, про слуховое окно. Но он достаточно длительный, мы его поэтому рассмотрим позже, в следующем видео отдельно, как это делается. А пока на сегодня это все.